25 декабря 2024 года. Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» выполняет обычный рейс из Баку в Грозный. Но через несколько часов этот полет превращается в одну из самых загадочных катастроф последних лет. Лайнер рухнул под Актау, унеся жизни 38 человек. Сразу после трагедии в сети появились шокирующие кадры, дыры в фюзеляже, рассказы о взрыве в салоне и кислородных масках на пассажирах. Что это было? Стая птиц, как заявляли официальные источники? Или самолет сбили российской ракетой, как утверждают некоторые СМИ? А может, это была спланированная провокация? В этом видео мы разберем все версии, изучим факты и попытаемся понять, что на самом деле произошло. Готовы узнать правду? Тогда смотрите до конца. Спустя всего несколько часов после того, как самолет азербайджанских авиалиний рухнул под казахстанским Актау, в интернете начали появляться фото с места катастрофы. На снимках фюзеляж, буквально изрешеченный дырами. И тут же поползли слухи, якобы лайнер сбили российской ракетой. Дескать, в тот момент как раз шла операция по отражению атаки дронов на Северном Кавказе. А еще говорят, что поврежденный самолет якобы не пускали в ближайшие аэропорты, и ему пришлось развернуться и лететь в Актау. На следующий день эту версию подтвердили какие-то источники в правительстве Азербайджана. Информацию подхватили Euronews и Reuters. А вот Росавиация, которая в первый день говорила про стаю птиц, предпочла играть в молчание. Никаких официальных заявлений, только тишина. Кстати, официальные лица Азербайджана тоже не подтверждали информацию о ракете. Есть только туманные намеки от каких-то источников и заявление депутата Расима Мусабекова, который требует от России извинений и ссылается на международные СМИ. Манипуляции? Определенно. А теперь про версию с птицами. Она, конечно, появилась не на пустом месте. В сети всплыла расшифровка переговоров экипажа. Правда, ее подлинность не подтверждена. Командир воздушного судна сообщает диспетчеру: «У нас отказало управление. Удар птиц в кабине. Удар птиц в кабине. Вас понял. Какая помощь вам нужна?» — отвечает диспетчер. «Какая в Минводах погода? Окажите, пожалуйста, помощь», — просит пилот. Но вот в чем загвоздка. Самолет не мог лететь в минеральные воды, которые находятся в 230 километрах от Грозного. Почему? Потому что в тот момент над всем Северным Кавказом была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов. Грозный, Владикавказ, Малгобек, везде ПВО работали на полную мощность, сбивая беспилотники. Итак, изначально лайнер направился в сторону Махачкалы, чтобы уйти от опасной зоны. Но, судя по всему, к тому моменту он уже получил серьезные повреждения. И чем дольше самолет оставался в воздухе, тем хуже становилась ситуация. Разрушения нарастали буквально с каждой минутой. Тут важно отметить еще один ключевой момент. По данным из разных источников, в районе Грозного включили подавление связи, чтобы дезориентировать дронов. Но в результате без связи остался и гражданский самолет. Запрашивал ли экипаж посадку в Махачкале, точных данных нет. По одним сведениям, да, но ему отказали. То ли из-за плохой погоды, то ли из-за угрозы атаки беспилотников. Как бы то ни было, командир воздушного судна принял решение лететь на запасной аэродром в Актау, через Каспийское море. От Махачкалы до Актау всего около 300 километров по прямой, казалось бы, близко. Самолет дважды пытался зайти на посадку в Актау. Диспетчеры были готовы его принять, но затем связь с лайнером прервалась, и он потерпел крушение. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев позже рассказал, что экипаж предпринял 2 попытки посадки, но при этом наблюдались хаотичные изменения высоты и курса. В итоге самолет отклонился в сторону береговой линии, связь была потеряна, и он рухнул. Первый сигнал о проблемах поступил в 10:43 от диспетчера ростовской зоны. Сообщалось, что у самолета отказали системы управления и руль высоты. Экипаж просто не мог удержать курс и высоту. Что же произошло в тот роковой момент? Почему самолет потерял управление, и можно ли было избежать трагедии? Эти вопросы до сих пор остаются без ответа. И вот еще 3 важных момента, которые добавляют этой истории новые детали. Первый. Самолет Embraer 190, принадлежащий азербайджанским авиалиниям, по словам компании, был полностью исправен. Буквально в октябре он прошел полное техническое обслуживание. Экипаж тоже был опытным. За штурвалом находился русский пилот Игорь Кшнякин, к сожалению, погиб.
Он отлично знал маршрут и взлетно-посадочную полосу в Актау, так как регулярно летал туда. Второй момент. По словам выживших пассажиров, на борту произошел взрыв кислородного баллона, после чего люди начали терять сознание. Это случилось еще до того, как самолет развернулся в сторону Актау. На кадрах из салона видно, что у всех пассажиров были активированы кислородные маски. Это стандартная процедура в случае ЧП. Кроме того, на записях заметна кровь на ноге одного из пассажиров, словно от ранения. Третий момент. Есть фотографии повреждений самолета, как внутри, так и снаружи. И эти повреждения явно не похожи на следы от столкновения с птицами. Скорее, это последствия какого-то внешнего воздействия. Один из выживших, Субхон Кулрахимов, даже снял на видео спасательный жилет с дыркой. Он рассказал: «Жилет взял, смотрю, в жилете дырка, осколком пробила. После этого взрыва, как раз между ног у меня, где-то там вот, этот осколок прилетел и попал. Он жилет насквозь пробил. Есть и другие записи, где предположительно пассажиры получили ранения. Вероятно, это те же осколки, которые повредили обшивку самолета. А потеря сознания у пассажиров, судя по всему, была вызвана разгерметизацией салона после появления пробоин в фюзеляже. Отсюда и кислородные маски. И вот что удивительно, прошло уже немало времени, но на сайте Росавиации и в ее телеграм-канале до сих пор нет никакого официального сообщения об этой трагедии. Ни слова. Напомним, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. 38 человек погибли, среди них 25 граждан Азербайджана, 7 россиян и 6 казахстанцев, в том числе 2 детей. 29 человек выжили, они госпитализированы, в том числе 3 детей. Но вместо того, чтобы комментировать трагедию, Росавиация опубликовала пост о тестировании систем в аэропорту Петропавловска-Камчатского, а на следующий день о праздновании 215-летия транспортного ведомства России. О трагедии ни слова. Все бремя объяснений пока легло на Казахстан. По крайней мере, 2 высокопоставленных чиновника, замминистра транспорта и вице-премьер правительства республики, заявили, что спешить с выводами о том, что самолет был сбит российской ракетой, как минимум преждевременно. А вот другие СМИ, как уже упоминалось, действуют активно и, надо сказать, успешно. Они создают информационный фон, на котором любые объяснения официальных лиц России могут выглядеть блекло и неубедительно. Но давайте перейдем к тому, что, по мнению экспертов, могло произойти на самом деле. Версия с птицами, какой бы удобной она ни казалась, выглядит крайне натянутой. Во-первых, сообщение о ЧП от командира воздушного судна поступило на высоте около 30 тысяч футов, то есть 11 километров. Простой вопрос: кто видел чаек или перелетных гусей в конце декабря, между прочим, на такой высоте? Версия со взрывом, самопроизвольным или нет, тоже не выдерживает критики. Как объяснил бывший летчик Александр Щербинин в интервью журналистам, если бы на борту произошел взрыв, самолет просто развалился бы на части еще в воздухе. Он напомнил о похожем инциденте с Як-40, который принадлежал той же авиакомпании Az Airlines. В 1997 году азербайджанские солдаты, возвращаясь с полигона, ради шутки выпустили очередь в сторону заходившего на посадку самолета. Пуля попала в кислородный баллон, он взорвался, и самолет рухнул. Никто не выжил. То же самое касается и попадания ракеты, говорит Щербинин. Неважно, что это бук, панцирь или что-то еще. Попадание в фюзеляж на такой высоте – это не просто пробоина. Это полное уничтожение. Все помнят историю с малазийским «Боинг», сбитым в 2015 году. Идея о том, что ракета случайно попала в гражданский самолет, целясь по дрону, тоже выглядит абсурдно. Беспилотники летают на низких высотах, несколько сотен метров, чтобы оставаться незаметными для радаров. Средства ПВО работают именно на таких высотах. Предположить, что какой-то сумасшедший залп ушел на 11 километров, конечно, можно, но это практически нереально. Другое дело, если бы самолет заходил на посадку и находился на той же высоте, что и дроны. Но и это маловероятно, так как такое попадание развалило бы Embraer на части еще в воздухе. А что, если все было спланировано заранее? Источник, близкий к расследованию, выдвигает еще одну версию, которая сейчас активно изучается.
Есть стойкое ощущение, что все было спланировано заранее, как крупная провокация с прогнозируемыми последствиями, говорит собеседник. Выжившие пассажиры утверждают, что слышали взрыв не изнутри, а снаружи самолета. И это произошло на большой высоте. Повреждения на обтекателе крыла также указывают на внешнее воздействие. Возникло предположение, что к лайнеру могло быть прикреплено взрывное устройство. По логике возможных организаторов этой трагедии, бомба была оснащена часовым механизмом. Она должна была сработать не на большой высоте, а при заходе на посадку в аэропорту Грозного. То есть время было четко рассчитано. Что бы произошло в таком случае, рассуждает источник. Лайнер начал бы бесконтрольно падать на малой высоте, вблизи зданий, и рухнул бы прямо на людей. А поскольку это была спланированная акция, она была синхронизирована с атакой дронов. И тогда вину можно было бы на 100% возложить на нашу ПВО. Никакие оправдания насчет высоты цели не сработали бы. Русская ракета сбила азербайджанский гражданский самолет с гражданами 4 стран на борту. Однако произошло непредвиденное. Сигнал об атаке дронов поступил раньше запланированного времени. Embraer еще не заходил на посадку, а находился на большой высоте. Но скорректировать часовой механизм было невозможно. Произошел взрыв. Если допустить, что бомба была начинена поражающими элементами, то все сходится. А дальше, вы знаете, в этой трагедии остается множество белых пятен и множество неудобных вопросов. Почему, например, при атаке на Грозный не был введен режим ковер, запрещающий полеты? Почему диспетчерская служба, которая вела этот лайнер, не координировалась с военными? Ведь самолет не только приблизился к зоне действия ПВО, но и пострадал от систем подавления дронов, почти час летя практически вслепую. И еще неизвестно, что оказалось опаснее – повреждение корпуса самолета или сбои в навигации из-за работы РЭБ. Многое, конечно, прояснится в ходе расследования, но на некоторые вопросы ответы можно было дать уже сегодня. Вернее, это следовало сделать еще вчера. А теперь инициатива упущена. Кремль пока не комментирует заявление из Баку о том, что самолет, рухнувший под Актау, якобы был сбит российской ПВО. В Кремле видели заявление депутата Азербайджанского комитета по международным отношениям Расима Мусабекова, который требует, чтобы Россия извинилась за якобы попадание средств ПВО по самолету. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва видела это заявление, но комментировать его не будет. Идет расследование. Песков подчеркнул, что до получения результатов расследования Кремль не считает возможным давать какие-либо оценки. У нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и эта информация может быть только от них, сказал Песков. А как вы думаете, что стало причиной катастрофы? Пишите в комментариях, нам важно ваше мнение. Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк, если хотите больше таких материалов, и делитесь этим видео с друзьями. Ваша поддержка помогает нам делать контент еще лучше.